Ошибочные родительские ожидания. Когда ребенок должен научиться пользоваться туалетом и сидеть спокойно, а когда поддерживать порядок в своей комнате и мирно ужинать? Очень и очень многие конфликты отцов и детей вызваны не плохим поведением ребенка, а тем, что родители точно не знают, когда и чего ожидать от детей. Другими словами, мы, родители, часто проявляем нетерпение, ожидаем слишком многого и слишком рано. От этого неизбежно следуют конфликты. Ваши дети маленькие, их тело и мозг еще растут, и неважно, что делает ваш ребенок, мозг создает тысячи нейронных путей. Он обрабатывает информацию в 3 раза интенсивнее, чем мозг взрослого. От рождения до 5 лет формируется самое большое количество нейронных связей и навыков. Поэтому так важно быть реалистами и не вступать в конфликт с детьми. Подписывайтесь на мой канал, далее я вам расскажу про несколько ошибочных представлений и ожиданий, свойственных родителям и вызывающих больше всего проблем. Будьте справедливы к себе и своим детям и помните об этапах развития. Родители считают детские истерики неоправданными, беспричинными, преувеличенными и даже признаком психического расстройства. Это ошибочное ожидание. На самом деле примерно 20% детей до 3 лет устраивают истерики и рыдают навзрыд. Эта цифра одинакова как для мальчиков, так и для девочек. Часто истерики считаются нормальными у детей примерно от 18 месяцев до 5 лет. Плачем ребенок может выразить свое огорчение, разочарование, что ему что-то не дали или велели делать то, чего он не хотел. Дети чаще плачут, когда они расстроены, устали, голодны или заболели. Что делать? Когда ребенок что-то попросил у вас или захотел что-то сделать, будьте готовы к истерике. Если можете, дайте ему или разрешите, а если не можете, быстро откажите и не разговаривайте. Разговаривать с ребенком, бьющимся в истерике, все равно, что подливать масло в огонь. Если ребенку ничего не угрожает, пусть истерика пройдет своим путем, не вмешивайтесь, будьте вежливы, забудьте о том, что произошло, и живите дальше. Следующее убеждение, что дети должны слушаться. Родители обращаются к детям с просьбой и ждут, что дети сразу будут слушаться и реагировать. Это ошибочное ожидание. На самом же деле детям всех возрастов сложно слушаться родителей и реагировать на их просьбы. Мозг ребенка занят другими вещами, и это вполне обосновано. Чем младший ребенок, чем труднее оторвать ему внимание и переключиться в своей голове. Он сосредоточен на игре и не может услышать то, что вы от него хотите. Что делать? Первое. Убедитесь, что ребенок вас слышит. Дети, занятые игрой, обычно не слышат никого. Для того, чтобы вы точно были услышаны, создайте с ребенком зрительный контакт. Если вы сможете попасть в его поле зрения, можете говорить. Родители адресуют детям 2 вида просьб для стоп-поведения и старт-поведения. Старт-поведение подразумевает, что вы хотите, чтобы ребенок что-то сделал. А стоп-поведение мы думаем, когда мы хотим, чтобы ребенок что-то не делал. Используйте тактики поощрения старт-поведения, устанавливайте повседневный распорядок или расписание. Эти приемы помогут ребенку собраться и проявить нужное поведение в нужное время. Стоп-поведение, такое как нытье, истерики, драки, споры и нарушение общественных правил, эти правила должны быть четко обозначены ребенку. Для неприемлемого поведения используйте счет 1, 2, 3. Про эту методику на моем канале есть отдельный рассказ. Ссылку на него прикреплю в описании к видео. Ошибочное ожидание, что братья и сестры живут в мире. Родители ждут, что дети будут ладить все время без вмешательства взрослых. Скорректируйте свои ожидания. Все братья и сестры ссорятся. Мальчики действуют физически, девочки часто эмоционально. Что же делать? Если только возможно, не вмешивайтесь, за исключением угрозы физической или эмоциональной травмы. Когда соперничество становится неуправляемым, применяйте технику 1, 2, 3 и считайте обоим детям, ведь для драки нужны 2. Не выясняйте, кто прав. Чтобы предотвратить соперничество, попробуйте сделать так, чтобы дети получали равное количество времени и внимания от родителей, и покупайте каждому ребенку свои игрушки. Не говорите старшему ребенку, чтобы он уступил младшему. Про это расскажу, отдельное видео сделаю. Родители ждут, что ребенок охотно возьмется за новое дело. Родители ждут, что дети могут быстро и легко
бросить свое занятие и делать то, что родители хотят. Это ожидание ложное. Если ребенок занят чем-то интересным, ему трудно переключиться. Сначала он должен прекратить свое увлекательное дело, потом переключить внимание на новое задание, справиться с разочарованием и вперед. Мозг человека работает над развитием навыков переключения с рождения до 20-22 лет. Что с этим делать? Будьте готовы к сопротивлению. Детям трудно смириться с переменами. Заранее рассказывайте, какое интересное, увлекательное и приятное новое дело вы предлагаете. Даже если оно не такое прекрасное, всегда можно найти немало хорошего в любом занятии. Используйте последовательные предупреждения и таймер. Предупредите ребенка за 5 минут, за 1 минуту, потом за 30 секунд, что подходит время окончания занятий и что пора куда-то уходить. Если предупреждения не помогают, больше не разговаривайте и просто проводите или отнесите ребенка в другое место или к другому занятию. Посмотрите мое видео об истериках, ссылку на него оставлю в описании. Взрослые думают, что дети легко научатся пользоваться туалетом, когда начинают ходить. Родители ждут, что ребенок будет ходить в туалет в 2 года. Это ошибочное ожидание. Реальность – лишь 4% двухлеток успешно пользуются горшком. 60% детей овладевают этим навыком к 3 годам. 52% трехлетних детей остаются сухими в течение дня и 93% в 4 года. В среднем дети остаются сухими ночью к 4 годам. В целом мальчики начинают пользоваться туалетом позже девочек, и дети учатся не писать в штанишки в течение дня раньше, чем приобретают эту способность в течение ночи. Что делать? Ищите у своего ребенка признаки готовности. Признаки готовности к горшку включают интерес к этому предмету, периодические попытки сесть на горшок, сухие подгузники между их сменой и преимущественное пользование горшком во время смены подгузников. Не приставайте к ребенку с вопросом, не нужно ли тебе на горшок, если ребенок постоянно отказывается. Вместо этого, когда ребенок проявляет признаки готовности, сажайте его на горшок через регулярные промежутки времени в течение дня и хвалите за успешное использование. Родители считают, что ребенок радостно попрощается с вами в детском саду. Родители оставляют ребенка в детском саду и ждут, что он спокойно отпустит их. Это ошибочное ожидание. На самом деле все дети испытывают трудности при расставании с родителями. Наоборот, плач или истерика ребенка, которого вы оставляете в детском саду или с няней, может быть хорошим знаком и свидетельствовать о ваших прочных отношениях. Дети также могут проходить через стадию прилипчивости, но к 6 годам они обычно спокойно расстаются с родителями. Что с этим делать? Подготовьте ребенка к расставанию. Дайте ему что-то, что успокоит его в течение дня, например, семейную фотографию или любимую игрушку. Сделайте так, чтобы он почувствовал контроль над утренней ситуацией, потом станьте мастером исчезновения. Попрощайтесь с ребенком, поцелуйте его, скажите, что вы скоро увидитесь и бегите прочь. Позвоните через час в детский сад и спросите, как долго расстраивался ваш малыш. Родители ожидают, что все дети днем спят. Родители хотят, чтобы дети легко засыпали днем на пару часов. Дневной сон действительно полезен, в этом нет сомнений. В реальной жизни 60% детей прекращают спать к 3 годам, 80% к 5. Когда дети становятся старше, они дольше спят ночью и меньше днем. Вы заметите, что ребенок хочет вздремнуть днем, когда у него скачок развития, или он заболел, или напряженно трудился. Что делать, если ребенок не хочет ложиться отдыхать днем? Для начала убедитесь, что вы обеспечили благоприятную для сна обстановку, которая поможет ребенку успокоиться. Например, темное, тихое, спокойное место. Когда дело доходит до дневного сна, будьте последовательны. Расписание дневного сна индивидуально для каждого ребенка. Так что ищите признаки усталости. Когда ребенок станет старше, не настаивайте, чтобы он спал. Пусть просто спокойно посидит в своей комнате. Если устал, он заснет. Если нет, он просто отдохнет и перенастроится. Ложь – это очень плохо. Ошибочное ожидание состоит в том, что родители ждут правду от детей в любом возрасте. На самом деле, почти все дети и взрослые от времени иногда привирают. По некоторым данным, врут 50%
трехлеток, 90% четырехлетних и 70% 16-летних. Прибавление варунов в группе дошкольников отражает положительный признак, а именно возрастающие интеллектуальные способности. Самая распространенная причина для вранья – это попытка скрыть свои ошибки или плохое поведение. Что делать? Не считайте ложь страшным преступлением. Если вы уже знаете, что ребенок сделал что-то плохое, не загоняйте его в угол глупыми вопросами, чтобы посмотреть, скажет ли он правду или нет. Умеренно накажите за ложь, если это необходимо. Если ребенок постоянно врет, чтобы скрыть проблемное поведение, например, не делает уроки, важно решить основную проблему, и ребенку больше не придется врать об этом. Взрослые ожидают, что ребенок всегда убирает за собой. Родители ждут, что ребенок немедленно выполнит их команды. Убери свою комнату, собери за собой вещи. Реальность такова, что все дети устраивают беспорядок, но лишь немногие любят убираться. Нормально развивающиеся дошкольники не могут убрать свою комнату без надзора и похвалы. Ко 2-3 классу ребенок уже может привести комнату в порядок, если ему дать соответствующие инструкции, выполнить то или иное поручение по дому. К 6 годам дети могут выполнять простые обязанности не дольше 20 минут. Они могут убрать свою комнату по вашей просьбе. Ребенку младше 4 лет покажите, как выполнять простые задания, и сначала проделайте это вместе с ним. Составьте наглядный список всех дел, которые вы хотели бы видеть сделанными. Что-то вроде таблицы или плаката с картинками. Похвалите ребенка за выполнение. Для детей более старшего возраста установите еженедельный порядок уборки. Примените метод мусорного мешка или используйте систему вычетов. За ужином дети сидят и едят. Родители ждут, что маленькие дети будут сидеть за столом, съедать все вплоть до десерта, а потом спрашивать разрешения выйти за стола. Это ошибочное ожидание. Реальность, как ни удивительно, но чтобы спокойно сидеть за столом, ребенок должен приложить значительные усилия. Если малыш голоден, он, как правило, будет сидеть и есть. Если не голоден, то он может выдержать примерно 3 минуты на год жизни. То есть полных 2 года ребенок будет сидеть примерно 6 минут, в 3 года 9, в 5 около 15. В один день ребенок съедает все, а в другой может не есть ничего. Это зависит от количества потраченной им энергии. Что делать? Предлагайте ребенку небольшие порции, включайте таймер на 15 минут и обещайте вознаграждение, если все съест. Разрешите малышам сообщать, что они наелись, и выходите за стола, даже если не все съели и время вышло. Если ребенок сыт или отказывается от десерта, это нормально. Вы можете вообще убрать десерт из меню и предлагать в течение рабочей недели только здоровую пищу, а использовать десерт в качестве вознаграждения. В конце концов, пусть время трапезы будет веселым. Играйте в слова, готовьте еду с детьми вместе, выбирайте тарелки, накрывайте на стол. Родители ждут, что в любом возрасте дети будут сами садиться за уроки и делать их. Как же на самом деле ребенок в возрасте 6-7 лет может самостоятельно без надзора делать уроки в течение 10 минут. Ваши ожидания будут реальными, если вы будете прибавлять около 10 минут на каждый год жизни ребенка. По некоторым данным, дети, чьи родители помогают им с уроками, имеют более высокую самооценку и лучше ладят с учителями. Что делать? Поддерживайте распорядок выполнения домашних заданий днем в одном месте в одно время. Позвольте ребенку выбирать, в каком порядке он будет выполнять задания. Попробуйте использовать для уроков таблицы заданий и поощрения. Пусть ребенок собирает баллы и обменивает их в конце месяца на что-то, что для него важно. Добавьте 1 балл за самостоятельное, без напоминаний начала работы. Демонстрируйте интерес к заданиям ребенка. Ребенок сам ложится спать и не встает в кровати. Родители ждут, что дети смогут самостоятельно засыпать и не просыпаться в течение ночи. На самом деле адекватный сон в значительной степени зависит от развития ребенка, его эмоций, внимания, успехов в школе. Как правило, дети от 5 лет не могут сами лечь в кровать и заснуть. Дошкольники считают эту процедуру скучной и пугающей. Что делать?
Каждый вечер родителям желательно потратить 20-30 минут своего времени, чтобы помочь малышу выполнить последовательный успокаивающий, расслабляющий ритуал. Определите время отхода ко сну. На основании таблицы потребность в сне для различных возрастных групп. Потом отсчитайте нужное количество часов от того времени, когда ребенок должен встать утром. Если вы понимаете, на что способен в определенном возрасте ребенок, вы не будете думать, что он вас специально выводит из себя. Вы будете знать, что нормально для ребенка, и не считать его поведение вашей ошибкой воспитания. Мягко учите малыша и помогайте ему осваивать новые навыки. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь и присоединяйтесь к тем, кто хочет научиться находить приятные моменты в каждой ситуации и сделать жизнь наполненной позитивом.